Харе Кришна. Здравствуйте. The last couple of days we were talking about the different techniques of chanting japa. Последние пару дней мы обсуждали разные техники повторения джапы. Such as chanting clearly. Такие как повторять четко. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. And also trying to chant with some kind of feeling. А также пытаться повторять с каким-то чувством. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So we should chant attention and feeling, and we should expect to be blissful. Поэтому нам следует повторять с внимательностью и с чувствами, и мы должны ожидать, что придет экстаз. Blissful. Блаженство. If we don't think we're going to be blissful, we probably won't be blissful. Если мы не думаем, что будет блаженство, то оно, скорее всего, и не придет. On the other hand, there may be so many techniques. Но с другой стороны, существует и много еще разных техник. Bhakti in his book called Japa, Бриджан Прабху в своей книге, называемой Джапа, he was saying, try to chant one mantra at a time. Он там пишет: пытайтесь повторять одну мантру за раз. Try to chant nicely one mantra. Пытайтесь повторять очень хорошо одну мантру. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Then, of course, I was explaining we can divide the mantra into two and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, and then stop twirling the bead and go Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Я также еще объяснял такую технику, что мы можем повторять первую часть мантры, при этом мы можем крутить четку, а вторую часть мантры уже не крутить. Today I'll talk about that it's just as important what to do, what we're doing when we're not chanting japa, as when we're chanting japa. И сегодня я расскажу о том, что также важно делать, когда мы не повторяем джапу. Prabhupada explains that our development of Krishna consciousness is just like putting an iron into a fire. Шри Прабхупада объясняет, что развитие нашего сознания Кришны сравнивается с тем, как вложить кусок металла в огонь. If you put an iron in the fire, если вы ложите кусок металла в огонь, it gets hotter and hotter and hotter. Он греется все больше и больше. And then eventually it becomes just like fire. Ну и затем он стает таким же, как огонь. But of course, if you put the iron in the fire and then you take it out of the fire, ну, конечно же, если вы просто опускаете кусок железа в огонь, а потом вынимаете, then if you put it in ice water, и потом вы его в ледяную воду окунаете, then it's very hard to get the iron very hot. Ну, тогда становится очень сложно нагреть этот кусок железа. Similarly, Krishna consciousness is supposed to be moment to moment. Подобным же образом сознание Кришны, оно должно идти из момента в момент. As soon as we're in Krishna consciousness, we're in the fire. Как только мы в сознании Кришны, мы подобно тому, как мы в огне. And as soon as we forget Krishna consciousness, we're in the ice water. И как только мы забываем сознание Кришны, это как будто мы в ледяной воде. Machita sarva duragani mat prasada tarishasi atatvatvam ahankaram nashoshasi vinangshasi. Machita sarva duragani. If you become conscious of me, you'll pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. А если ты осознаешь меня, то ты преодолеваешь все препятствия обусловленной жизни по моей милости. If we become conscious of Krishna, all our problems are solved. Если мы стаем сознающими Кришну, то все проблемы нашей жизни оказываются разрешенными. Doesn't mean the problems of this body are solved.
Означает ли это, что проблемы нашего тела разрешаются? Our problems are solved. Наши проблемы разрешаются. It's not possible to solve the bodily problems. Невозможно разрешить все проблемы тела. The only hope is to solve our problems, the soul's problem. Единственная надежда — это решить наши проблемы, And проблемы души. the soul only has one problem. А у души есть одна проблема. What's the problem of the soul? Какая же проблема души? No. What's that? Obliviousness and The only problem with the soul is that he's not conscious of Krishna. единственная проблема души, что она не сознает Кришну. If one becomes conscious of Krishna, then all the other problems are solved. Если личность начинает осознавать Кришну, то все остальные проблемы решаются. If, however, you act by false ego, not hearing me, then you'll be lost. Если же ты будешь действовать из ложного эго, не слушая меня, то тогда ты потеряешься. So, consciousness of Krishna Поэтому осознание Кришны means to do something. означает делать что-то. It's not a question of just consciousness. Это не просто вопрос сознания. We can't just become conscious of Krishna by willing to become conscious of Krishna. Мы можем стать сознающими Кришну, просто того желая. We have to do something that will help us become conscious of Krishna. То есть мы не можем, мы должны делать что-то, что поможет нам стать сознающими Кришну. Now, when we're chanting Hare Krishna, that's doing something. И вот когда мы повторяем Харе Кришна, вот в этот момент мы делаем что-то. What are we doing when we're chanting Hare Krishna? How many things are we doing? Что мы делаем, когда мы повторяем Харе How Кришна? many things are we supposed to be doing? Сколько вещей мы делаем, сколько вещей нам следует делать в этот момент? Raise your hands, otherwise we just get everyone calling out all the time. Yes. Just hearing and You have to, chanting. yeah, I understand. But you have to. Слушание, повторение, воспевание. And what else? Что еще? Anything else? Что-нибудь еще? Yes. Внимательное памятование. Attentive remembrance. Yeah, we should also remember Krishna. Да, нам также следует помнить о Кришне. That's called Krishna consciousness. Это называется сознание Кришны. Imagine if you had a girlfriend or a boyfriend and you're always hearing about them. Представьте, что у вас есть парень или девушка, и вы постоянно слушаете о них. You were always talking about them, Вы всегда говорите о них, but you never remembered them. но вы никогда не помните о них. No, you have to also remember. Нет, но вам нужно еще и помнить. But it can't be forced. Но это нельзя сделать насильно. If Krishna and his name are not different, Если Кришна и его имя являются неотличными, the more we absorb our minds in Krishna's name, the more naturally Krishna will reveal himself to us. чем больше мы погружаем свой ум в имя Кришны, тем более естественно Кришна будет открываться нам. If we hear nicely Если мы хорошо слушаем and we chant nicely. и хорошо повторяем, So how do we chant nicely? как же нам хорошо повторять? We were explaining how to chant with love, Мы объясняли, как повторять с любовью, attention, вниманием, feeling, чувством and service. и служением, Service to the holy name. служением святому имени. We want Krishna to be happy. Мы хотим, чтобы Кришна был счастлив. We want to chant in such a way as that Krishna is pleased. Мы хотим повторять таким образом, чтобы Кришна был доволен. And Krishna is pleased if we follow his instructions and his representatives' instructions. И Кришна доволен, если мы следуем его наставлениям и наставлениям его представителей. So one of Krishna's devotees is named Lord Chaitanya Mahaprabhu. Один из преданных Кришны, его имя Господь Чайтанья Махапрабху, And he wanted us to serve the holy name. он хотел, чтобы мы служили святому имени, By chanting the holy name, повторяя святое имя. and what else? И что еще? How did Chaitanya Mahaprabhu want us to? Yes. Распространяли святое имя. Distributing the holy name. Yes, distribute the holy name. Да, распространяя святое имя. Yari Deka Tari Kaha
Krishna Upadesh, Amara Agaya Gurahana Tara Adesh. Whoever we meet, we're supposed to be thinking about how to help that person or devotee somehow or another increase their awareness of Krishna. Кого бы мы ни встретили, мы должны думать, как сделать так, чтобы этот человек или этот преданный увеличивал свое осознание Кришны. Is that what everyone here meditates on all the time? И это то, о чем здесь присутствующие медитируют постоянно. How many devotees here, whenever they meet anyone, they only meditate upon how can I help this devotee or person become more conscious of Krishna? Кто из присутствующих здесь так думает, что кого бы он ни встретил, какого-либо преданного или человека, что как помочь этому человеку стать более осознающим Кришну? How many think like that all the time? Кто думает так постоянно? Well, that's good. How many would like to think like that all the time? Да, хорошо. А кто бы хотел так думать постоянно? So that's what we have to practice. И это то, что нам нужно практиковать. We have to meditate on what I can do to help many different classes of people become conscious of Krishna. Нам нужно медитировать на то, что я могу сделать, чтобы помочь различным категориям людей стать сознающими Кришну. Of course, we have our general methodology. Конечно же, у нас есть наша какая-то общая методология. We're supposed to work together to spread Krishna consciousness. И нам нужно работать вместе, сотрудничать, чтобы распространить сознание Кришны. If we cooperate together to spread Krishna consciousness, that means we're helping each other serve Krishna. Если мы будем сотрудничать вместе в распространении сознания Кришны, это значит, что мы помогаем друг другу служить Кришне. There are two instructions that Krishna gives twice in the Bhagavad Gita. Есть два наставления, которые Кришна повторяет дважды в Бхагавад-гите. What are the two instructions? Какие же эти два наставления? Yes. Предайся мне и всегда помни обо мне. Surrender to me and always remember me. Close. Близко. No, there are two verses in Bhagavad Gita that Krishna repeats twice. Есть два стиха Бхагавад-гите, которые Кришна повторяет дважды. Поднимайте руку, пожалуйста, когда вы говорите. Okay, what's the first one? Какой первый? 9:34 and 18:65. 9:34 и 18:65. Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mamai vaishasi yuktaivam atmanam matparayanaha manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mamai vaishasi satyam te pratijani priyosime. Always think of me. Всегда думай обо мне. Become my devotee. Стань моим преданным. Worship me. Поклоняйся мне. And offer your homage to me. И предлагай мне поклоны. The result is you'll come to me without fail. И как результат, как итог, ты придешь ко мне без ошибки. I promise you this because you are my very dear friend. Я обещаю тебе это, потому что ты мой дорогой друг. So Krishna thought that was very important. И Кришна думал, что это очень важно. And therefore he repeated it twice in Bhagavad Gita. И поэтому он повторил это дважды в Бхагавад-гите. Bhagavad Gita, which is the summary of around 10 billion verses from the Vedas. И Бхагавад-гита является заключением 10 миллиардов стихов из Вед. Krishna summarized all the Vedas in 700 verses. Кришна таким образом суммирует все Веды в этих стихах 17 тысяч. And therefore for Krishna to repeat a verse twice means that it's especially important. И если Кришна повторяет какой-то стих дважды, это означает, что это особенно важно. And what's the second verse he repeated twice? И какой же следующий из стих, который он повторяет дважды? Shreyan swadamo viguna paradharma swanusitat shre dharme nididam shreyak paradharmo bhayavaha. It is better to perform one's own prescribed duty, even imperfectly, than to perform someone else's duty. Что лучше исполнять свое задание, свою обязанность даже несовершенно, чем исполнять чужие обязанности. Destruction in the course of performing one's own duty is better.
А ошибка в исполнении своего собственного долга, это лучший результат, чем нарушить чью-то другую обязанность, так как это более опасно. Поэтому нашей первой задачей является понять, какая наша обязанность является. И как же узнать нам, каковы наши обязанности? Как личность может узнать, в чем является его обязанность? Varnashram dharma. Maybe in the future. Может быть, в будущем. We have some aspects of varna and ashram. Мы используем какие-то аспекты варны и ашрама. But yeah, to a certain extent, but it's not complete. До какой-то степени, но это не завершено. Obviously, if I'm a brahmachari, очевидно, если я брамачари, my duty is not to make all the ladies happy. Это не является моей задачей сделать всех женщин счастливыми. Or if I'm a grihastha, или если я грихастха, my duty is not to bring my wife and children into the forest. Это не моя задача привести свою жену и детей в лес. So we live off we wear barks of trees. И чтобы носить одежду из коры деревьев. And we only eat the leaves that fall и есть опавшие листья, которые лежат на земле. That may not be my duty. Это, скорее всего, не является моей обязанностью как грихастхи. So to a certain extent, we follow, especially some of the ashram duties. До какой-то степени мы следуем, в особенности задачам ашрама. But most of us are not Brahmins. We don't usually have a Brahminical duty. Но большинство из нас не являются брамнами, потому что мы не имеем браманической обязанности. Is anyone here a king or a princess of a realm? Здесь кто-то является королем или принцессой какого-то королевства. Korova, king. Королем. Yeah, Korova. I don't think most of us aren't kings. Я не думаю, что большинство из нас короли. And anyone here taking care of cows? Кто-то здесь заботится о коровах? And farming the land. И возделывает землю. So we don't have a whole lot of vaishyas. Не так уж много у нас вайши. Anyone here a Sudra? Кто-нибудь здесь шудра? Well, Sudras need vaishyas or brahmins or kshatriyas to guide them. На самом деле шудрам нужны вайши, кшатри, браманы, чтобы те ими руководили. Shudras assist in the sacrifice. Шудры помогают в жертвоприношениях. So we're not quite qualified. We're not quite engaged with Shudras either. Но мы также, на самом деле, не заняты обязанностями шудры. Therefore, in this age, it would be very difficult to follow Varna Ashram right now. Поэтому в этот век, на самом деле, трудно следовать правилам варнашрамы прямо сразу. So Prabhupada gives us duties for the Sankirtan movement. Поэтому Прабхупада дает обязанности движения Санкиртаны. In the verse, in the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 5, text number 35, I think it's 35. Prabhupada says, Krishna says, Etam sushushitam brahmam tapatraya chikitsitam yad ishvare bhagavati karma brahmani bhavitam. Стих Шримад Бхагаватам 1.5.35. Which, make sure I got quoted the right verse here. Chapter 1, text 5, Canto 1, chapter 5, text 30, let's try 32 first. 32. Да, 32. O Brahman Vyasadeva. О Брамана Вьясадева. It is decided by the learned так заключено умными людьми, that the best remedial measure что лучшее средство, removing all troubles которое устраняет все неприятности and miseries
и страдания. Is to dedicate one's activities Посвятить все свои усилия to the service of the Supreme Lord, служению Верховному Господу, personality of Godhead, личности Бога, Shri Krishna. Шри Кришне. So we're supposed to engage our activities in Krishna's service. Таким образом, нам нужно занять свою деятельность в служении Кришне. So Prabhupada writes, if one is a Brahmin, Прабхупада пишет, если личность является браманом, not quite Brahmin, if one has some intelligence, не совсем даже полностью браманом, если есть какой-то разум, one likes to hear and one likes to preach, если эта личность любит слушать и проповедовать, one likes to study, если любит учиться, then one should go and try to convince people that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Тогда такой личности нужно идти и пытаться убедить других людей, что Кришна является Верховной Личностью Бога. And don't try to convince everyone that I'm actually God. И не пытайтесь всех убедить, что вы являетесь Богом. See how much I know, I must be almost God. Смотрите, сколько я знаю, я должен быть как почти No, Бог. try to convince everyone that Krishna is God. Пытайтесь убедить всех окружающих, что Кришна является Богом, Krishna is he's the controller. что Кришна является управляющим, He's the proprietor. что Он является владыкой, He's the best friend of everyone. что Он является лучшим другом всех, He's the enjoyer. что Он наслаждающийся. And if one has some ability to manage, control things, И если у кого-то есть какие-то способности управлять, контролировать вещи, organize things, организовывать что-либо, then organize things for the Sankirtan movement. тогда организовывайте все для движения Санкиртаны. If one has some resources, И если у кого-то есть какие-то ресурсы, then engage them in the Sankirtan movement. то занимайте их в движении Санкиртаны. Big way, small way. Большие проекты, маленькие. If we have a house, Если у нас есть дом, then put the deities in the house. то установите там божеств. Let Krishna be the center of the house. Пускай Кришна будет центром вашего дома. And then the family sits down morning and evening, and they chant Hare Krishna together. И затем семья садится утром и вечером, и они воспевают Харе Кришна вместе. They hear about Krishna together. Они слушают о Кришне вместе. They eat prasadam together. Они почитают прасад вместе. That way, the Krishna becomes the center of one's life. Таким образом, Кришна стает центром чьей-то жизни. That way, they're utilizing their resources, their organization ability, their intelligence, all in the service of Krishna. Таким образом, мы занимаем свои ресурсы, свои организационные способности, свой разум, все в служении Кришне. If we're not doing it for Krishna, Если мы не делаем это для Кришны, then we're in the same mentality as the mouse in the house. то тогда мы находимся в таком же умонастроении, как и мышь в доме. If there's a mouse in the house, Если мышь находится в доме, so the mouse is also organizing its resources, то эта мышь тоже организовывает свои ресурсы. making sure there is cheese, Она убеждается в том, что у нее есть достаточно сыра, making sure that they sit down morning and evening and eat cheese. и заботится о том, что она утром и вечером садится покушать сыр. They all appreciate the head mouse. И эти все остальные мыши, они уважают самую главную мышь. So they utilize their resources, their organization ability, they utilize their knowledge. Таким образом, они занимают свои ресурсы, организационные способности, свой разум, свои знания. All for eating, sleeping, mating, and defending. Все это для еды, сна, совокупления, обороны. So if we forget Krishna, Таким образом, если мы забываем Кришну, we're not utilizing the resources to glorify Krishna, и мы не используем доступные нам ресурсы, чтобы прославлять Кришну, then what's the difference between us and the mouse in our house? тогда в чем разница между нами и мышами в нашем доме? The difference is we have to pay the rent. Разница в том, что нам нужно платить за ренту. The
the mouse is an uninvited guest. А мышь — это непрошенный гость. They have less anxiety than the owner of the house. И у мыши меньше беспокойств, чем у владельца дома. Better to be a mouse in the house. Так лучше уже быть мышью в доме. No, we should try to see how we should utilize our resources to help others become conscious of Krishna. Ну, нет, на самом деле нам нужно пытаться понять, как мы можем использовать доступные нам ресурсы, чтобы сделать других людей сознающими Кришну. Distribute Krishna consciousness either in our house or outside the house. И распространять сознание Кришны либо в нашем доме, либо вне нашего дома. How can we become conscious of Krishna if we think, this is my wife? Как мы можем стать сознающими Кришны, если мы думаем, о, вот это моя жена, Or this is my husband? или вот это мой муж, Or these are my children? или вот это мои дети. If that's all we think, we must be in Maya. Если это все, о чем мы думаем, то, наверное, мы в майя. Of course, no one would get married usually unless they were somewhat in Maya. Ну, на самом деле, никто не выходит замуж, не женится, если они хотя бы немножко не являются в майя. Prabhupada said that's the business of the householders. И Прабхупада говорит, это занятие домохозяев. They're in Maya. Они в майя. But we're not supposed to act in Maya. Но нам не нужно действовать в майя. We're supposed to act in Krishna consciousness. Нам нужно действовать в сознании Кришны. Otherwise, how can we get out of Maya? Иначе как же мы сможем выбраться из майя? So that getting out of Maya means I don't think it's just my wife or my husband. Поэтому, когда мы выбираемся из майя, мы так не думаем, что вот просто это мой муж или это моя жена. Obviously, we can't forget that. Конечно же, мы не можем забывать об этом. Srila Vyasadeva, Шрила Вьясадева, Shukadeva Goswami. Шукадева Госвами. Well, we should say Shukadeva Goswami just left the womb of his mother. Вот Шукадева Госвами, он только покинул лоно своей матери. He was there for 16 years. Он находился там внутри 16 лет. So his mother was getting a little nervous. И его мать начинала уже немного нервничать. Little late delivery. Как бы немножечко такое запоздалое рождение. So Vyasadeva said, what's the problem? Поэтому He asked Shukadeva Goswami, who was in the womb, what's the problem? Поэтому Шрила Вьясадева спросил Шукадеву Госвами, который находился в чреве, в чем проблема? He said, well, if I left the womb, I might fall into... He said, this is a very nice situation. I'm always in Brahman, in the womb. И Шукадева Госвами ответил, что на самом деле у меня очень хорошее положение, я нахожусь всегда в Брахмане, здесь вот в чреве. Not much distraction here. Тут немного отвлечений. But if I left the womb, I might fall into Maya. Если я покину чрево, я могу упасть в майю. So his father said, well, no, I guarantee you, if you go out of the womb, you'll still be in Brahman consciousness. И тогда Шрила Вьясадева сказал, нет, я гарантирую тебе, если ты выйдешь из чрева, ты будешь оставаться в сознании Брахмана. But Shukadeva Goswami said, no, I don't trust you. Но Шукадева Госвами сказал, о, нет, я тебе не доверяю. He said, you're a householder. Ты же домохозяин. You could say anything to get me out of this womb. Ты будешь говорить все, что угодно, чтобы достать меня из чрева. So who do you trust? Так кому же вы будете доверять? Well, maybe if Krishna came and told me. Ну вот, если Кришна придет и скажет мне. So Srila Vyasadeva went to Dwarka, told Krishna, my wife has a problem. И тогда Шрила Вьясадева пошел в Двараку и сказал Кришне, ну вот, у моей жены есть проблема. She's been pregnant for 16 years. Она уже беременна 16 лет. And the child won't come out of the womb. И ребенок не хочет выходить из чрева. So she's feeling a little inconvenienced. И она себя чувствует не совсем комфортно. Couldn't you come and help? Ты можешь прийти помочь? So Krishna said, yes, I'll come and help. И Кришна сказал, конечно, я приду, помогу. So Krishna came to the Himalayas. И тогда Кришна пришел в Гималайи. Told Shukadeva Goswami, don't worry about it. If you leave the womb, you won't fall into Maya. И сказал Шукадеве Госвами, не волнуйся об этом, если ты покинешь чрево, ты не упадешь в майю. So Shukadeva Goswami said yes, so he left the womb. И тогда Шукадева Госвами сказал, окей, хорошо, и покинул чрево. And he appeared as a 16-year-old boy, И тут же явился как 16-летний мальчик, fast growing. который очень быстро рос. And he walked by
He immediately left to go to renounce everything. И он тут же ушел, оставил все. And he walked by some naked damsels. И он прошел мимо одних голых девушек, Who were bathing in the river. которые купались в реке. And none of them covered themselves. Но ни одна из них даже не прикрыла себя. Because they saw he was just like an innocent young boy. Потому что они увидели, что он как абсолютно невинный маленький мальчик. But Vyasadeva was running after his son. Вьясадева, он бежал за своим сыном And he called out to him. и звал его. But when he came by the damsels, they all covered themselves immediately. Но когда он пробегал мимо этих девушек, то они немедленно покрыли себя. So Vyasadeva was a little surprised. И Вьясадева был немного удивлен. He said, I'm in Brahman realization. Он сказал, что я осознаю Брахман. I'm in the same level as my son. We're both Krishna conscious. Я на таком же уровне, как мой сын, мы оба в сознании Кришны. But when my son passed by, none of you covered your bodies. Но когда мой сын проходил мимо, ни одна из вас не покрыла свои тела. But when I passed by, you all covered yourselves. Но когда я проходил, вы все закрылись. Why? Почему? So they said, well, your son, he's very innocent. И они сказали, на самом деле, твой сын, он очень невинен. He doesn't see any difference between men and women. Он не видит никакой разницы между мужчиной и женщиной. They said, you might be Brahman realized. Они сказали, ты, может быть, и реализовал Брахман, but you're also a householder. Но ты также домохозяин. So you're supposed to discriminate between or differentiate between a man and a woman. Поэтому ты различаешь между мужчиной и женщиной. Otherwise, how can you be a householder? Иначе как же ты можешь быть домохозяином? Priyavrata Maharaj. Махараджа Прияврата. He was sitting on the Gandhamandana hill. Он сидел на холме Гандамандана. And Narada Muni was preaching to him about renunciation. И Нарада Муни проповедовал ему об отречении. And he was willing to renounce everything and to become Krishna conscious. И он был готов отречься от всего, чтобы стать сознающим Кришну. But his father, Swayambhuva Manu, wanted to renounce the universe. Но его отец, Сваямбхува Ману, он хотел сложить с себя полномочия управляющего Вселенной. So he came with Brahma and Shiva and so many other Mahajans. И он пришел с Брамой, Шивой и другими махаджанами and asked Priyavrata to renounce his renunciation. И попросил Прияврату отречься от своего отречения And to become the head of the universe. И занять положение главы Вселенной. Eventually he agreed. И со временем Прияврата Махарадж согласился. And to be the leader of the universe, you have to get married. Но чтобы стать лидером Вселенной, нужно жениться. Because if you perform sacrifice, you need a wife. Потому что если вы совершаете жертвоприношение, вам нужна жена. And so he got married to a very attractive girl. И вот он женился на очень привлекательной девушке. And she served him very nicely. И она служила ему очень хорошо. She played her role, her part perfectly. Она играла свою роль идеальным образом. Because a woman is supposed to inspire the husband. Потому что жена должна вдохновлять мужа. So by her feminine gestures, и поэтому она своими женственными жестами, by her submission, своим подчинением, by her sweet words, своими приятными словами, she encouraged Priyavrata. Она вдохновляла Прияврату. And Priyavrata played the role of a husband. И Прияврата играл роль мужа. He didn't tell his wife. Он не говорил своей жене: Don't look at me like that. You're going to put me in Maya. Не смотри на меня так, ты ведешь меня в Майю. Sweet words. I don't believe a word you're saying. О, приятные слова, я не верю ни одному слову, что ты говоришь. I know what you want. Я знаю, чего ты хочешь. You want another sari, right? Ты хочешь еще одно сари, правильно? No, he played the part perfectly well. Нет, он играл свою роль также совершенным образом. But within his heart, he was always a self-realized soul. Но внутри, в своем сердце, он всегда был самореализованной Although душой. externally he played the part of a householder
perfectly. Хотя внешне он играл роль домохозяина идеально. Within himself, he never forgot that he was Krishna's servant. Но внутри он никогда не забывал, что он является слугой Кришны. So externally, one might act in a certain way. Поэтому, внешне личность может действовать каким-то определенным образом, But within one's heart, one should do everything as a service to Krishna. но внутри в сердце следует делать все как служение Кришне. And in this case, not to forget that the husband's duty, primarily, besides maintaining the family, И в данном случае также помнить, что задачей мужа, первой задачей, кроме того, чтобы поддерживать семью, see that the family is advancing towards Krishna. что заботиться о том, чтобы семья продвигалась к Кришне. Again, very simply, sitting down morning and evening, chanting Hare Krishna. Опять же, просто садиться утром, вечером, воспевать Харе Кришна, Chanting, offering prasadam to the deities, предлагать прасад божествам, talking about Krishna, говорить о Кришне. and hopefully going on Harinam sometimes. И, может быть, ходить на Харинамы иногда, Distributing Prabhupada's books, распространять книги Прабхупады. and giving, hopefully, 50% of one's income to spreading Krishna consciousness. И, желательно тоже жертвовать 50% прибыли на распространение сознания Кришны. Or 40%, Или 40%, or 20%, или 20%, or 1%, или 1%. something to spread Krishna. Что-нибудь на распространение сознания Кришны. Then one will become conscious of Krishna. Тогда такая личность станет сознающим Кришну. Then one will be able to keep oneself in the fire of Krishna consciousness. Тогда такая личность может держать себя в огне сознания Кришны. Not that when I'm in the temple, I'm a devotee of Krishna. Это не так, что когда я в храме, я преданный Кришны. And then when I walk outside, two little horns come up. А когда я выхожу, два маленьких рога пробиваются через голову. Now's the time to enjoy. Теперь настало время наслаждаться. No, we have to maintain our consciousness as Krishna's servants. Нет, нам нужно поддерживать свое сознание как слуг Кришны. And if we do that, one is guaranteed that one will go back to the spiritual world. И если мы будем так делать, то тогда есть гарантия, что мы вернемся в духовный мир. So I'll stop there. Any questions? Спасибо. Спасибо. Есть какие-то вопросы? Так, да. Вопрос. В 12 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит о том, что нужно о нем все время думать. Но он говорит, что если человек не может думать о нем, тогда он должен заниматься регулирующими принципами бхакти-йоги, садханой. И возникает вопрос, то есть человек, который занимается садханой, с одной стороны, он не может полностью думать о Кришне, а с другой стороны, ему нельзя думать ни о чем другом. Потому что что-то другое, это уже будет погружение в майю. Вот как объяснить? С одной стороны, он не может думать постоянно, с другой стороны, он не должен ни о чем другом думать. А вопрос все слышали? Повторить. Okay, I heard it too, but I don't understand. Не понимаю. So, давайте по частям. Значит, 12, in the 12th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says that you should think about me, but if you cannot think about me, you should perform sadhana. А что дальше, если садхана после этого? Если он занимается садханой, он должен думать о Кришне всегда. Но с другой стороны, он говорит, Кришна, он не может думать о нем всегда. So this is like a dilemma. So Krishna, Prabhu is asking, so if a person does sadhana, he should think about Krishna. But at the same time, Krishna is saying, if you cannot always think about me, you should do sadhana. No. Maeva manadatsva mayi buddhim niveshaya. Ivasha shishya mameva atorvamana samshaya. Just fix your mind upon me. Просто сконцентрируй свой ум на мне. Are you doing sadhana? Вы занимаетесь садханой? Are you doing sadhana? Have you fixed your mind upon Krishna? Сейчас. Вопрос, а вы сосредоточили свой ум на Кришне? Do you always remember Krishna? No, not wholly, not totally.
Do you engage all your intelligence in Krishna's service? Вы занимаете весь свой разум в служении Кришне? So, therefore, Krishna says, Atachitam samadatum mayi stiram abhyasena yogena tato mami shantum dhananja. If you can't do that, then follow the practice of sadhana and try to develop the desire to do that. Поэтому Кришна говорит, если ты не можешь так делать постоянно, то следуй практике садханы и пытайся развить желание всегда так делать. Но говорится, что в садхане нужно тоже все время думать о Кришне, не отвлекаться. But it is said that in while performing sadhana, you should always think about Krishna without. But can you do that? Но можете ли вы это делать? Вот в том-то дело, что нет. Тогда получается... So he can't. So then you have to practice. Ну, просто нужно практиковаться, And значит, one day you'll come to the пытаться. platform of doing it. И тогда в какой-то день вы If you достигнете. develop the desire to do it. Вы выйдете на эту платформу, когда вы сможете это делать, когда у вас вы разовьете в себе желание так If we делать. follow Krishna's instructions, then we'll learn how Krishna dadami buddhi yogam tam. Krishna will give us more and more intelligence. Если мы будем следовать наставлениям Кришны, тогда Кришна говорит, дадами будхи йогам там, то Он даст нам нужный разум. And when Krishna gives us enough intelligence, then we'll be able to utilize all our intelligence in Krishna's service. И когда Кришна даст нам достаточно разума, то мы сможем использовать весь наш разум в сознании Кришны, в служении Кришне. Da. Okay? Харе Кришна, скажите, с одной стороны говорят, что материальный мир — это тюрьма или место страданий, что от них невозможно избавиться, от проблем, от страданий. С другой стороны говорят, что Кришна единственный наслаждающийся. У меня возник вопрос, чем он наслаждается? Этими страданиями или чем? Вопрос повторите или слышали все? From one side, it is said that this material world is like a prison house, that it is full of miseries. And from other side, it is said that Krishna is enjoyer. So Mataji is asking, what is Krishna enjoying? He's enjoying watching us be prisoners. Да, он наслаждается, смотря как мы тут страдаем, что мы в тюрьме. Just like the Father, it says in the Bhagavatam. В Бхагаватам говорится, что так же, как отец, He hands over his son or daughter to a chastising agent. он передает своего сына или дочь личности, которая будет наказывать So that the его. chastising agent can train the son or daughter to be a good person. И эта личность, она тренирует этого сына или дочь, чтобы она стала хорошим человеком. So the material world is a training place. It's a school. Поэтому материальный мир — это такая тренировочная площадка, это школа. And there's a lot of rebellious pupils here. И здесь очень много бунтарей, учеников, которые занимают бунтарское положение. И поэтому материальная природа, она наказывает. So they could become model students. Но мы можем стать примерными учениками And take up the role of a Krishna conscious student. и принять на себя эту роль сознающих Кришну учеников. So as much as we take up the role of being Krishna's student, И насколько мы принимаем на себя эту роль учеников Кришны, then there's no need to chastise the student. и тогда отпадает потребность наказывать таких учеников. But if we don't become Krishna students, Но если мы не стаем учениками Кришны, then Maya will beat us. Why are you not Krishna's servant? тогда Майя будет бить нас. Почему ты не You must слуга become Кришны? Krishna's servant. Ты должен стать слугой Кришны. So that's the role of Maya. That's the role of the material world. Такова роль Майи, такова роль материального мира. To chastise us if we're not Krishna's servants. Наказывать нас, если мы не заняты в служении Кришне. And as soon as we become Krishna's servant, then Maya ceases. Ну, как только мы стаем слугами Кришны, то Майя прекращает. А Кришна чем наслаждается? So, what is Krishna enjoying? He's enjoying us making progress towards the spiritual world. Он наслаждается тем, что мы продвигаемся и к духовному миру. Когда мы движемся к духовному миру, он испытывает наслаждение, да? So, when we are advancing towards spiritual world, he is enjoying. He's happy. Oh, well, Krishna, his enjoyment is spiritual.
Но он счастлив, его наслаждение, оно духовно. He enjoys the love of his devotees. Он наслаждается любовью своих преданных. It's unlimited pleasure. И это бесконечное наслаждение. And here in the material world, he may be the enjoyer, but he enjoys the purpose of the material world to help bring the children, his children back to the spiritual kingdom. И здесь, в материальном мире, его роль наслаждающегося заключается в том, что он наслаждается этой целью материального мира, которая предназначена для того, чтобы привести его детей в духовный мир. Но что касается каких-то вещей, которые происходят в материальном мире, действий, Кришна отречен от этого, отстранен. Он не принимает участие в деятельности материального мира. Он просто свидетель здесь. Yes. Какие наши усилия в том, чтобы внимательно повторять? Какие наши усилия в том, чтобы внимательно повторять мантру? What is our endeavor to chant mantra attentively? What is our endeavor? How can we усилия? What's our efforts? What is our effort to chant? Chant and listen. Повторять и слушать. Chant to Lord Krishna, to Shrimati Radharani, and listen. Повторять направленно, чтобы это было к Господу Кришне, к Шримати Радхарани, и слушать. Doesn't have to be any more complicated. Не нужно тут больше ничего усложнять. Yes. Вопрос в том, что вчера Махарадж говорил, что нужно слушать тоже внимательно, как мы повторяем, и как это происходит, что от нашего... Это мы должны слушать, чтобы прислушиваться к своему произношению, настроению, либо же просто от такого внимательного слушания автоматически будет происходить прогресс. So in this chanting, when we are hearing ourselves, how does it happen? Should we listen to ourselves like the form, that how we are saying, like always be attentive of that, or if we just listen to ourselves attentively, the process happens automatically that we have to hear ourselves chanting sincerely. Нужно слушать свое повторение искренне, как мы искренне повторяем. So we listen to ourselves and try to think, use our intelligence, pray to Krishna, how can I chant even better? То есть мы слушаем свое повторение и используем свой разум, мы задаем вопрос, как я могу повторять еще лучше? Because Krishna will also reciprocate. И, конечно же, Кришна будет отвечать according to how we're chanting. В зависимости от того, как мы повторяем. So we should chant, try to chant such, and then when we discover how Krishna reciprocates, и мы должны повторять, пытаться повторять, и когда мы обнаружим, как Кришна отвечает нам, then he'll encourage us to chant in that particular way. То тогда он уже нам подскажет и направит нас, как повторять каким-то определенным образом уже. And out of all the qualities, what does Krishna want? И из всех качеств, какое Кришне больше всего нужно? What's the one quality that Krishna wants that inspires him to reveal himself? Какое же одно качество, которое Кришна хочет, которое вдохновляет его появиться? Да. Devotion. Преданность. Yes. Love. Bhakti. Да. Любовь. So we should try to hear ourselves chanting sincerely. Поэтому нам нужно стараться слушать свои повторения искренне. The quality of loving service. After all, Shrimati Radharani, Krishna, they're eternally engaged in loving service. Это качество любовного служения, так или иначе, мы знаем, что Шримати Радхарани и Кришна, они всегда заняты в любовном служении. And therefore, if we want to associate with them, we also have to be in the mood of love.
И если мы соприкасаемся, хотим соприкасаться с ними, мы также должны быть в этом настроении любви. And we don't know what love is, Если мы не знаем, что такое любовь, at least it should be enthusiastic. ну, тогда, по крайней мере, мы должны быть If we don't энтузиастичными. know what enthusiasm is, Если мы не знаем, что такое энтузиазм, then at least it should be with care and attention. тогда нужно делать просто очень внимательно и с заботой. And if we don't know what that is, Если мы не знаем даже, at что least we это, should chant 16 rounds a day. то тогда, как минимум, мы должны повторять просто And 16 hopefully кругов. eventually we'll learn these things. И в надежде, что когда-нибудь мы узнаем об этих вещах. Yes. 12. 12. Okay. Just one more question. Еще последний вопрос. Изначально был освобожденной личностью, да, что это попугайшей матери Радхарани. И тогда вот вопрос, а по какой причине он принял рождение? Вопрос повторите или слышали? The question is that Mataji asks that Shukadeva Goswami, as he was in the womb for 16 years, so that means that the air turns, they were not pushing him out, so that means he was already the self-realized soul. So why did he appear in the material world? What was the reason? So he could speak the Bhagavatam. Об этом говорится в Бхагаватам. Why else would he appear? Ну, чтобы рассказать Бхагаватам. Зачем же еще ему рождаться? It's all by Krishna's arrangements. Это все организовано Кришной. Krishna sometimes sends his devotees here, Кришна иногда посылает своих преданных сюда, preach Krishna consciousness. чтобы проповедовать сознание Кришны. Otherwise, how would we become Krishna conscious? Ну иначе, как же мы станем сознающими Кришну? So, why didn't he want to leave the womb so the story gets more interesting? He didn't want to leave because he thought he'd fall into Maya. Но не хотел выходить, потому что он думал, что он упадет в Майю, There's so many distractions. что в внешнем мире столько разных Do отвлечений. you ever get distracted Вы иногда отвлекаетесь from Krishna consciousness? от сознания Кришны. It's good that I sometimes get attracted with Krishna